как на сковородку свои волосы, все это прижигается и даже пахнет иногда, да, так горяченьким. 3,7 миллиардов долларов. Это вообще что такое? Ну, пользоваться этим стайлером реально очень приятно. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша. Рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим о стайлере Dyson. Почему это по-прежнему самый желанный подарок, какие инновации, технологии лежат в его основе, а главное, как не нарваться на подделку. Не будем затягивать и поехали! Мне кажется, перед покупкой стайлера буквально каждый человек сомневается, потому что покупка достаточно дорогая, и ты заранее хочешь знать, ты платишь за уникальные технологии или ты платишь за красивое имя на коробке. Я, конечно же, была из тех людей, кто тоже переживает, посмотрела огромное количество обзоров, статей, отзывов. В общем, я собрала всю информацию совокупно, решила приобрести, и теперь я здесь, чтобы поделиться своим честным мнением, потому что я пользуюсь им практически год, он был со мной и в горе, и в радости, в любой ситуации я его использовала, поэтому давайте приступим к делу. Когда вы приобретете стайлер, пожалуйста, не пугайтесь, вам придет достаточно большая коробка, но в магазине не напутали, все правильно, потому что в ней находится достаточно увесистый кейс, в котором вы сможете в дальнейшем хранить ваш стайлер и насадки. Собственно, здесь они сейчас и находятся. У меня кейс коричневого цвета, потому что сам стайлер розовый, цвет кейса, он коррелируется от того, какого цвета ваш стайлер. То есть, если он будет графитовый, то и кейс, если не ошибаюсь, будет тоже такого графитового, красивого оттенка. Мне очень нравится оттенок моего кейса, потому что, мне кажется, он вписывается буквально в каждый интерьер. У меня он стоит на самом видном месте. Не для того, чтобы хвастаться, а просто потому, что, мне кажется, очень красиво дополняет интерьер комнаты и в целом создает какую-то такую прекрасную атмосферу красоты. К сожалению, транспортировать его не получится, поэтому если вы хотите с ним путешествовать и так красиво пройтись по аэропорту, это навряд ли получится. Но тем не менее, у Dyson также есть дорожные сумки, поэтому если вы планируете перемещаться вместе со своим стайлером, вы можете их также отдельно приобрести. Думаю, говорить о качестве кейса не имеет смысла, вы все видите сами, он невероятно качественный, строчка к строчке. Здесь у нас выбит наш прекрасный бренд. Инициалы я уже добавила самостоятельно. Вы можете зайти на сайт Dyson и посмотреть, в каком конкретно фирменном магазине этим занимаются. Собственно, очереди не было. Я ходила в Москве. Буквально за 5 минут прекрасный консультант меня обслужил, предложил мне цвета, которые мы можем использовать. Там были и фиолетовый, и серебряный, и золотой. А главное, там были примеры. То есть вы можете посмотреть, там, в зависимости, какого цвета ваш кейс, как будут смотреться буковки. Я выбрала золотой, потому что, мне кажется, он прекрасно сочетается с коричневым цветом, и осталась очень довольна. Такая классная персонализация, мне кажется, добавляет еще какого-то очень приятного экспириенса от использования ежедневно. Ну а теперь давайте уже поскорее откроем и посмотрим на насадки и сам стайлер поближе. Первое, что мы видим, когда мы открываем коробку, это такой не скользящий коврик. То есть его можно использовать, если вы непосредственно в ванной используете ваш стайлер. То есть, да, достаточно удобно, не загрязненная поверхность, все чистенько, кладете стайлер и наслаждаетесь вашей укладкой. И здесь у нас уже более интересный инвентарь. Главное действующее лицо этого кейса, конечно же, стайлер. Мне очень нравится его продолговатая форма, потому что за счет нее он действительно очень удобно лежит в руке. Понятно, что все это разрабатывалось, исходя из того, чтобы было удобно им пользоваться, но здесь могу гарантировать, что вам понравится опыт использования этого стайлера. Он удобный, он компактный, он не тяжелый, то есть когда вы им пользуетесь, у вас не устает рука. Мне кажется, это самое главное, потому что фен, он очень увесистый, у него моторчик, да, находится в основной части фена, и он постоянно нагибается, наклоняется, вам действительно неудобно, вы устаете, и каждый раз после укладки, особенно если вы используете брашинг, вам нужно, мне кажется, просто лечь и отдохнуть. Здесь такой истории нет, то есть вы используете все очень легко, вот даже, честно, сейчас я практически не чувствую его в руке. Что мне нравится в стайлере, помимо того, что, конечно же, он невероятно красивый, вот сочетание графитового цвета с розовым, мне кажется, очень современное и интересное. Помимо того, что он легкий, мне еще нравится, что здесь очень увесистый такой капитальный шнур. Мне кажется, каждый человек, когда приобретает технику, он смотрит не только на сам продукт, но и, конечно же, на комплектующие, на составляющие. И когда мы видим, что провод у нас просто такая висюлька, у тебя к ней много вопросов, потому что ты понимаешь, что, ага, да, будет вращаться, будет перегибаться, через сколько он перестанет работать. Здесь история абсолютно другая. Честно, когда я увидела его, я прям удивилась, потому что это кабель настоящий, такой интернетовский кабель. Но, собственно, в этом-то и есть вся его прелесть, потому что ты не боишься, что
там что-то перегнется, что-то сломается, то есть максимально безопасно для того, чтобы вы творили феерию с вашими волосами, все получится. И еще вторая история, которая тоже очень приятна, это вот такая вращающаяся конструкция, то есть вы знаете, когда вы используете фен, очень многие фены этим грешат, провод, он буквально, вот, да, вот конструкция таким образом сделана, и не поворачивается провод в зависимости от того, как у вас наклонена рука и в какую сторону вообще вы там что-то делаете на вашей голове. То есть здесь абсолютно все спокойно, свободно, вне зависимости, так вы держитесь, сяк, по-другому вам мешает что-то, и вы по-прежнему укладываете. Здесь все комфортно, шнур будет идти за вашей рукой и поворачиваться в зависимости от угла наклона вашей руки. Поэтому мне кажется, это очень удобно и практично. То есть, когда ты видишь такую увесистую историю, ты понимаешь, что у вас все будет в порядке со шнуром, он не перегнется, он не сломается, и мне кажется, что таких случаев буквально просто минимальное количество, только если собачка ваша любимая его не покусает. На самом стайлере мы видим минимальное количество кнопок, и здесь, мне кажется, чем меньше, тем лучше, потому что, ну, правда, не хочется заморачиваться, хочется скорее включить, уложить, сделать прекрасную прическу и отправиться по делам, поэтому здесь минимальное количество кнопок, каждый отвечает за свое. Первая центральная кнопка — это кнопка включения, все срабатывает достаточно быстро, если бы у нас был стайлер вставлен в розетку, то сейчас вы бы услышали такой шум работы стайлера. Я не могу сказать, что он абсолютно бесшумный, конечно же нет, но вы не должны этого ждать. Шум от работы будет, но он минимальный. То есть если мы сравним с какими-то привычными нами фенами, стайлерами и всем прочим, то вы заметите, что здесь, конечно, более деликатная история, шум помягче, и я даже видела очень много тиктоков, где только стайлером или феном Dyson люди могут сушить своих животных, потому что собаки боятся очень этого шума, гула, фена, но вот стайлер Dyson им подходит. То есть первая кнопочка — это у нас включение-выключение, и еще две истории. Вот здесь вы даже видите вентилятор, это мощность работы, да, то есть в зависимости от того, как сильно вы хотите, чтобы работал ваш стайлер, вы выбираете режим, то есть послабее или посильнее, то есть здесь вот такие несколько режимов, которые вы можете использовать. И еще одна третья кнопочка — это температурный режим. То есть мы можем включить либо холодный поток воздуха, погорячее, либо совсем горячо. Но в дальнейшем я вам расскажу, что даже если вы включаете максимальный поток горячего воздуха на вашем устройстве, не пугайтесь, потому что именно за счет технологии, которая у нас внутри этой прекрасной волшебной палочки, ваши волосы не портятся даже при использовании самой максимальной температуры стайлера. И сзади последняя история, которую можно рассказать, это вот такой замочек. Здесь все просто механическая история для того, чтобы использовать различные насадки. Мы его отодвигаем, вставляем насадку, фиксируем и отпускаем пальчик. Еще одна очень важная история, о которой нужно здесь упомянуть, это фильтр и насадка, которая его прикрывает. Обязательно, пожалуйста, чистите его, потому что если вы будете делать это достаточно редко, это грозит тем, что постоянным гостем у вас будет красная кнопочка, которая будет здесь мигать. Чистить его нужно, как советует, да, производитель, раз в месяц, но лучше раз в 3 недели. В зависимости от того, как часто вы, конечно, используете, но лучше снять, быстро очистить, потому что действительно это быстро, легко. В комплекте есть насадка, которая нам позволяет это сделать. Быстро очистили, убрали, все закрыли и дальше пользуйтесь. Потому что действительно эксплуатация очень важна, и если вы будете неправильно эксплуатировать ваш фен, стайлер, любое средство, то оно прослужит вам значительно меньше. Теперь поговорим конкретно о насадках. У меня максимальная комплектация из 6 насадок, но их количество может варьироваться, исходя из того, какой у вас волосы и какого эффекта вы хотите достичь. То есть может быть 4-6 насадок, и, конечно же, комплектация меняется. То есть вы можете взять только там для того, чтобы накручивать волосы и придавать объем, либо для того, чтобы придавать объем и выпрямлять их. То есть здесь в зависимости от ваших потребностей. Но пусть вас это не пугает. Если вы абсолютно не понимаете, какие насадки вам нужны, то Dyson уже все продумал за вас. Вы можете зайти на их официальный сайт, там будет такая прекрасная кнопочка кастомизации, и вы можете выбрать стайлер, который подойдет именно вашим волосам. То есть там будет тест, достаточно простые вопросы, какой у вас тип волос, какая у вас густота, что вы хотите достичь, да, какого эффекта, и непосредственно, если у вас объем на ваших родных волосах, отвечая на все эти вопросы, Dyson понимает запрос и выдает вам комплектацию, которая подходит конкретно под ваш случай. Кстати,
я прошла сейчас кастомизацию, потому что когда я покупала стайлер, не было такой функции, она бы мне очень помогла, потому что я абсолютно не понимала, что мне нужно, абсолютно не понимала, какая насадка за что отвечает и вообще зачем их так много. Мне кажется, можно обойтись одной или двумя, но нет, я тогда разобралась, а сейчас все делают буквально за вас. Я прошла тест, и мне выдали мой же набор. Мне кажется, я отлично справилась и сама самостоятельно купила, остановилась на том же варианте, который мне советует производитель. Первое, о чем мы поговорим, конечно же, это первая насадка, которую мы используем. Это насадка для просушивания волос. Выглядит как вот такой миниатюрный фен, но, пожалуйста, пусть вас это не пугает, потому что, несмотря на ее размеры, она действительно очень функциональная. У меня волос очень сложный, он густой, пушистый, очень непослушный. И с этой насадкой буквально за 5-7 минут, ну 7 даже, мне кажется, так, с запасом, у меня волосы подсушиваются процентов на 70. Именно до того состояния, чтобы начать их укладывать, да, неважно, что это локоны, или мы их вытягиваем расческой, то есть эта насадка справляется отлично даже с такими тяжелыми волосами, как у меня. Понятно, что если бы это был фен, неважно какого производителя, того же Dyson, да, то, скорее всего, это все проходило бы быстрее, но мне компактно, комфортно, и вообще никаких негативных эмоций по использованию этой насадки назвать я не могу. Давайте я сразу покажу, как они применяются на самом стайлере, то есть, как я вам уже рассказывала, есть такая кнопочка непосредственно, вы ее отжимаете, вставляете вашу насадку, отпускаете пальчик, и вот все уже у нас готово. Насадка достаточно плотно прилегает к поверхности самого стайлера, то есть тут ничего не болтается, все сделано качественно, прям добротно. Когда мы высушили волосы, здесь уже встает вопрос, чего конкретно мы хотим сегодня. Это выпрямить их, придать объем, либо накрутить локоны. Первое, мне кажется, достаточно такая стандартная история, которая вам знакома. Это насадка, которую мы привыкли называть, да, брашинг, когда мы укладываем волосы непосредственно феном и при использовании расчески. Здесь эта насадка называется круглая насадка для придания объема, но тем не менее она справляется значительно с большими задачами. То есть она служит как расческа для придания объема, так и непосредственно насадка, которая позволяет нам вытянуть волосы, придать ему блеск. То есть здесь тоже все очень красиво. Мы ее протаскиваем по волосам, буквально, да, вот протягиваем и задаем волну, либо задаем направление вашего локона. То есть он может так лежать, он может сяк, то есть все достаточно функционально и действительно работает. Следующая насадка, о которой мы поговорим, это буквально вот такая расчесочка. Первая, о которой я расскажу, это расческа для жестких волос, потому что здесь у нас нет таких зубчиков, которые присутствуют на второй насадке, поэтому она подойдет для таких непослушных волос, да, если они у вас пушистые, если они у вас вьются, особенно если это какой-то, да, африканский завиток, то здесь она прекрасно справится. Расческа идеально прочесывает волосы, она не дерет их, потому что зачастую, особенно когда волос достаточно влажный, вы сталкиваетесь с проблемой того, что неприятное ощущение. Здесь все в порядке, потому что все зубчики, да, подвижные. Мы здесь можем видеть, что она поворачивается в зависимости от того, какое направление вы задаете расчески. Поэтому здесь все продумано, удобно, комфортно использовать. Я практически всегда прибегаю к этой расческе, хотя не могу сказать, что какая-то прям огромная разница, наверное, потому что у меня и волос такой достаточно интересный. Он, с одной стороны, непослушный и пушистый, но при этом он мягкий. Поэтому я, конечно же, когда у меня все запутано, я вот люблю эту расческу, потому что она помогает полноценно все это привести в договоримый вид, но тем не менее мягкая расческа тоже отлично с этим справляется. Эта насадка практически не отличается от предыдущей, только вот непосредственно зубчиками, которые и характеризуют ее как расческу для мягких волос, но, повторюсь, я не могу сказать, что между ними какая-то огромная разница, несмотря на то, что я использую жесткую, просто мне кажется, что она чуть больше подходит для моих волос, но это также отлично справляется для того, чтобы придать объем. Кстати, эти расчески не только для выпрямления, да, они отлично справляются для того, чтобы придать объем. Здесь зависит от того, как вы их подносите к голове, как вы подносите их к корню и какими вообще манипуляциями вы далее занимаетесь. То есть она прекрасно поднимает прикорневую зону, выпрямляет волосы и в целом служит такой хорошей заменой для второй расчески. То есть если, не дай бог, что-то с насадкой случится, вы можете спокойно пользоваться этой, и ваши волосы не пострадают при ее замене. Ну и, наверное, самая интересная история, из-за чего многие покупают стайлеры Dyson, это насадки для того, чтобы делать локоны. Они, мне кажется, максимально необычные, непривычные. Когда ты первый раз их видишь, ты очень удивляешься тому, как
как они изготовлены, из какого материала и как вообще все это было придумано. Кстати, очень удобно, что вот эти розовые штучки, как и на этой насадке, так и непосредственно на фене, расческе, то есть здесь они предназначены для того, чтобы не повреждать ваши пальцы, потому что эти элементы не нагреваются. То есть очень удобно, особенно когда вы делаете локоны, вы можете, да, вот взять так насадку, заменить ее на другую, и при этом вы не обожжетесь. Это конкретно насадки для длинных волос, но здесь нужно понимать, что эффект от использования немного другой, даже если вы будете использовать на коротких волосах. То есть здесь у нас завиток будет более жесткий, более плотный и дольше будет сохраняться после укладки. Но тем не менее он будет значительно меньше. То есть если вы любите просто эффект, да, каких-то локонов или такая, да, Майами Бич история, то вам лучше воспользоваться крупной насадкой. Это будут более структурированные локоны, они будут чуть меньше, и за счет этого они будут лучше держаться на ваших волосах. Вторые насадки, которые также предназначены для создания локонов, это вот такая уж стандартная история. Изначально Dyson и продавал стайлер с этими насадками, но потом они поняли, что не совсем удобно работать с ними, когда волосы длинные. Это действительно так, особенно если они еще и пушистые, если они достаточно такие густые, очень сложно, потому что поверхность очень маленькая, а накрутить волос нужно много, недостаточно на эту насадку. То есть здесь у нас для такой стандартной длины, которая ниже нашего плеча, и, конечно же, сам локон, он чуть меньше держится и непосредственно будет такой более широкий, чтобы я так сказала, да, то есть такие широкие локоны, которые можно будет потом практически расчесать, но при этом они сохранят объем. Вообще говоря о том, насколько получаются локоны на стайлер, как долго они держатся и вообще сложно ли их сделать, здесь я скажу первое, что не буду лукавить и не обнадеживаю вас, что это делается за 10-15 минут. Конечно, это очень сильно зависит от того, как у вас набита рука и какой у вас волос. У меня, как я уже сказала, волосы очень пышные, густые, сейчас они, к слову, так вот минимально уложенные расчесочкой, поэтому они, да, достаточно прямыми выглядят. На деле, конечно же, все абсолютно иначе, и за счет того, что волосы очень густые, мне сложно укладываться, вот если я делаю локоны, потому что мне нужно делать очень много секций. То есть если я просто буду подносить стайлер вот в таком, например, виде, у меня будут локоны, скажем так, не те, которые я хочу получить, поэтому, когда я делаю локоны, я прям закладываю времени так нормально, потому что волос очень много, и хочется, конечно, проработать каждую прядь отдельно, чтобы получился максимально красивый такой, да, структурированный эффект. Поэтому, да, укладываться достаточно долго, особенно если вы новичок, но при этом это доставляет такое приятное, какое-то приятное ощущение, потому что, ну, пользоваться этим стайлером реально очень приятно, то есть это какое-то эстетическое удовольствие, не только на него смотреть, но и менять эти насадки. Я еще обязательно сниму видео, где я покажу вам свою любимую укладку на этот стайлер, я расскажу вам, что значит эти стрелочки, но сейчас уже небольшое такое превью, да, это история, с какой стороны мы используем какую насадку, то есть для одной стороны лица мы используем насадку в одну сторону, когда стрелочки, для другой другую, для того, чтобы локон у нас был не вовнутрь, как у куколки Мальвины, а для того, чтобы он был такой открыт и делать такие прекрасные, красивые, расширенные, открытые локоны, которые украсят ваше лицо. Вот, поэтому, честно, укладываться непросто, но это невероятно красивые локоны. Я, конечно, никогда не видела такой красоты, такой структурированности, то есть мне очень нравится укладка на Dyson, у вас сразу получается такой невероятно классный объем, локоны очень красивые, то есть это действительно укладка из салона, ее очень сложно добиться дома при различном утяжке или при конусной форме, да, плойки или чего-либо еще, это сделать достаточно сложно. С Dyson у меня получается. То есть несколько раз, когда я укладывалась, мне реально спрашивали, ты в салоне была или где еще. Конечно же, я так, потирая свои руки в лаке, говорила, что нет, я это делала дома. Да, сложно, но очень-очень красиво. То есть такого эффекта я не видела от плоек, не видела от чего-либо другого. То есть здесь прям 100% рекомендую. Сейчас для примера показала, как локон ложится даже на уже высушенные волосы, но лучше этого не повторять. Пожалуйста, прибегайте к укладке локонов, когда у вас чуть-чуть недосушен волос. Но тем не менее, даже сейчас видно, что и на сухие волосы стайлер работает, все получилось достаточно красиво. Если сделать полноценную голову, мне кажется, будет максимально такой красивый, игривый девчачий эффект. Вот и все по насадкам. Как я уже сказала, у меня максимальный комплект. Это для того, чтобы выпрямить волосы, чтобы придать объем, и непосредственно для локонов. Пусть вас не смущает, что, допустим, у меня комплект и для длинных волос, и для коротких. Во-первых, у нас и длина волос постоянно меняется, ну и во-вторых, я использую ту или иную
иную комплектацию в зависимости от характера локонов, которые я хочу получить. Как я уже сказала, если я хочу более тоненькие локоны, более такие структурированные, чтобы они очень хорошо держались, я использую насадку для длинных волос. Если я хочу просто придать объем и сделать такую, да, голливудскую укладку, то, конечно же, я использую маленькую насадку. С ней сложнее работать, потому что волос очень много, но, тем не менее, эффекта я добиваюсь, которого хочу. Ну и давайте перейдем, наверное, к самому интересующему вопросу. Это вообще, что такое? Как складывается цена? Что за технологии лежат в основе? Чем он отличается от конкурентов? Нужно ли переплачивать? Или можно просто прикупить какой-то стайлер, да, на маркетплейсе за 6000 рублей, и эффект будет одинаковый? Сразу скажу, нет, так не получится. Dyson — это английская компания, у которой за плечами огромный опыт не только в бьюти-сфере, потому что, насколько вы знаете, они известны не только фенами и стайлерами, о которых мы сегодня говорим, но и другими устройствами. То есть это пылесосы, очистители, увлажнители. Вы пойдете в торговый центр, и, скорее всего, вы увидите сушку Dyson. Вы придете к кому-нибудь в гости и, возможно, увидите пылесос Dyson. Поэтому компания, она просто с невероятными какими-то вкладами и инвестициями в развитие технологий, потому что за последнее время, например, Dyson потратил 3,7 миллиардов долларов на то, чтобы разработать все эти технологии, о которых мы сегодня говорим. И мне кажется, уже сама сумма говорит за себя, что, наверное, здесь будет что-то другое, то, что будет отличать этот фен или стайлер от устройства, которое куплено на AliExpress, потому что там, конечно, инвестиции, думаю, минимальные. И даже дело не в AliExpress, а в каких-то других брендах. Я, конечно, была очень удивлена, когда увидела эту цифру, потому что мне кажется, что, ну, подход прям очень-очень капитальный. К слову о капитальности, этот стайлер они разрабатывали 6 лет. То есть то, что мы сегодня с вами держим в руке, чем мы укладываемся ежедневно, огромная команда специалистов, это и инженеры, это и стилисты. Все эти люди потратили время и свой ресурс для того, чтобы его разработать. Поэтому здесь, конечно же, ты не сомневаешься в экспертности людей, и ты не сомневаешься в том, что технологии на голову выше, чем у конкурентов. Главная отличительная черта устройства Dyson — то, что они не травмируют волос. Это как фен, так и стайлер. Я понимаю, вы уже, наверное, устали от этой фразы, потому что она кричит буквально с каждого постера, с каждой рекламной кампании. Нас постоянно уверяют, что после использования именно нашего гаджета ваш волос будет максимально послушным, живым и вообще прекрасным, еще лучше, чем до его использования. Но я пользуюсь стайлером от Dyson уже год, и я могу сказать, что качество волос, правда, меняется, и они невероятно наполнены. Почему вот, да, после использования стайлера Dyson у нас волосы действительно блестящие. Вот многие, кто говорят об опыте использования, они говорят, что волосы как из салона, они мягкие, они блестящие. Это именно за счет этих технологий, потому что волос не пересушивается, когда мы используем стайлер или фен, и влага в нем сохраняется. За счет этого как раз-таки, да, и волосы более живыми выглядят. Вообще основная история, за счет чего достигается, что волосы невероятно красивые, наполненные и не портятся после использования, это то, что в стайлере есть интеллектуальная система контроля подачи воздуха, и более 40 раз в секунду стайлер контролирует, все ли в порядке, и температура не превысила или 150 градусов. Конечно, такое бережное отношение к волосам, оно позволяет даже не пользоваться термозащитой. Так заявляет производитель. Я, честно, не пользуюсь, и могу сказать, что волосы, ну, действительно даже стали лучше. То есть, когда я использую Dyson, мне кажется, не только после использования, понятно, да, мы уложились, мы средства использовали, но в целом при эксплуатации волосы точно не пострадали, но еще, мне кажется, стали какими-то более напитанными. Понятно, что у меня и уход достаточно хороший, но, тем не менее, здесь точно могу сказать, что хуже 100% не станет. Ну и вторая история, которая очень бережно воздействует на наш волос, это технология, которая непосредственно и позволяет, например, нам накручивать, да, наши волосы в форме локона. То есть здесь у нас аэродинамическое явление, которое называется коан, да? То есть это такие вихри воздуха, которые заворачивают ваш волос вокруг насадки, и за счет этого формируется локон. То есть это не воздействие каких-то экстремальных температур, потому что вы знаете, когда вы берете, например, достаточно такую старенькую плойку, вы видите, что там 200 градусов, 220, ты поднимаешь, и ты понимаешь, что, боже, я просто как на сковородку свои волосы, все это прижигается и даже пахнет иногда, да, так горяченьким. Здесь все абсолютно другое, именно за счет потока воздуха все это держит форму и сохраняет локоны. Как я уже сказала, у меня локоны от Dyson держатся 2-3 дня. Ну, в зависимости, когда ты моешь голову. Понятно, что если на следующий день, то на следующий день ты уже распрощаешься с прической. Если через 2 дня, то ты даже на второй день будешь достаточно такими объемными, красивыми волосами. Здесь, конечно, проблема в том, что когда ты начинаешь расчесывать и вычесывать лак или что-либо еще, то уже тяжелее, но тем не менее укладка держится, то есть до следующего помыва головы.
Конечно, важно сказать, что у меня волосы немножко убитые, они осветленные, поэтому на таких волосах держится достаточно лучше любая укладка, будь то выпрямление или локоны. С натуральными волосами чуть-чуть сложнее. Я видела отзывы, что на натуральных волосах тяжелее все это держится, но здесь тоже нужно подобрать правильный уход, потому что вообще советую при укладках использовать минимальный уход, то есть минимальное количество масок, пенок, спреев, потому что это утяжеляет волос. И натуральный волос, конечно, достаточно тяжело поддается укладке, но это не проблема Dyson, это просто проблема и счастье одновременно натуральных волос, потому что натуральные волосы, конечно, это блат, это уже то, что давно забыто. Помимо того, что в фирменном магазине можно ознакомиться с ассортиментом и сделать прекрасные инициалы на вашем кейсе, там, кстати, можно познакомиться поближе с самой техникой. Например, записаться на тестовую укладку. Это абсолютно бесплатно. На сайте, пожалуйста, смотрите, в каких городах это доступно. Например, в Москве это было тоже достаточно просто. Ты записываешься, приходишь, тебе укладывают волосы, рассказывают о насадках, которые более подходят для твоих волос, которые менее актуальны. То есть здесь очень удобно, можно перед тем, как купить, действительно посмотреть, сделать укладку, а главное понять, да, насколько долго она держится. И, кстати, если вам интересно посмотреть, как я сама делаю себе укладку, какой результат получается, пожалуйста, напишите, я с удовольствием поделюсь с вами, сделаю видео. Говоря о стоимости, я, конечно, не буду лукавить и убеждать вас, что, ребят, это очень дешево или что это стандартная цена. Нет, стоимость достаточно высокая, особенно для русского человека, для человека из региона, это дороговато. Но если вы очень хотите и вы понимаете, что вам действительно нужно, то можно подкопить, можно попросить на день рождения как подарок от друзей, родственников и всех, кто вас знает. То есть, конечно, есть варианты, как его приобрести, и мне кажется, что вы, если действительно склоняетесь к покупке, вы потом не разочаруетесь. По стоимости стайлер стоит 46 990, если мы берем комплектацию из 6 насадок, как у меня. Но сейчас, благодаря кастомизации, вы можете стоимость немножко сократить. Например, взять 4 насадки, которые конкретно нужны для вашего типа волос. И если все-таки вы решили, что вам очень нужен этот стайлер, и вы хотите его приобрести, и жить вы без него не можете, так, собственно, было у меня, то, пожалуйста, огромная просьба лично от меня: покупайте только на официальном сайте, либо у официальных представителей, потому что сейчас огромное количество фейков, огромное количество недобросовестных продавцов и магазинов, которые выставляют свои стайлеры как настоящие. И в этом, мне кажется, вся боль всей этой ситуации, потому что когда ты идешь на AliExpress или когда ты идешь за дешевой китайской подделкой, ты сам для себя понимаешь, что окей, я покупаю подделку, и чаще всего подделка — это похожий или идентичный, но это разговор про внешний вид. Если мы говорим про технологии, конечно же, повторить их в своих подсобных складах, а может быть даже у себя на кухне, достаточно сложно. Поэтому всегда, когда мы покупаем подделку, тут уже вопрос вашей какой-то договоренности с совестью, да. Либо мы говорим, что да, я хочу подделку, потому что я хочу Dyson, но у меня нет на это денег, либо мы нарываемся на подделку. И в первом случае это вопрос каждого человека. Каждый человек делает, что он хочет, мы их не осуждаем, каждый волен делать, как ему благоразумится. Но вторая история очень грустная, потому что многие люди, покупая зачастую подделки, даже не знают об этом, потому что сейчас, особенно на Dyson, подделки отличаются на 2-3 тысячи рублей, и здесь уже очень грустно, потому что ты покупаешь устройство, ты думаешь, что это акция, что это черная пятница, что whatever, просто приятное предложение от магазина, а нарываешься на подделку. Даже сегодня, когда я мониторила публикации, я видела, что очень много объявлений с Dyson, где цена говорит о том, что это подделка, не покупаю, не может быть он дешевле на 8-10 тысяч рублей. Но, тем не менее, в объявлении написано, что это оригинал. И я даже не говорю про Авито, на котором просто, да, вообще, мне кажется, практически не проверишь. Нет, я говорю о сайтах. И это сайты однодневки, когда ты заходишь, тебе кажется, что это дизайн ДНС, это дизайн технопарка, а на самом деле оказывается, что это ребята, которые соорудили сайт, продали тебе какую-то ерунду за 30-40 тысяч рублей, и сейчас уже отдыхают на эти деньги на Гавайях. То есть несколько советов, как не нарваться на подделку. Первое, как мы уже обсудили, мы стараемся покупать на официальном сайте или у партнеров, которые перечислены на официальном сайте. Второе, мы не ведемся на серийники, потому что я тоже покупаю иногда что-то на Авито, и ты всегда думаешь, что если серийный номер совпадает, то все в порядке. Нет, здесь история такая, что нужно уже тогда чек посмотреть или что-то еще, в общем, более досконально, потому что ушлые продавцы уже дошли даже до того, что они серийники воруют и штампуют на
своих подделках. И второй очень важный пункт — это то, что у Dyson единое ценообразование. То есть если вы зайдете на сайт партнеров, вы зайдете на сайт официальный Dyson, вы увидите, что цена одинаковая. Поэтому если вы увидели сайт, на котором уникальное предложение именно сегодня, в Черную пятницу, на 15 тысяч дешевле, пожалуйста, не ведитесь, это обман, это фейк. У Dyson тоже бывают, конечно, акции. Я помню, что на Черную пятницу были акции, но это все проводится на официальном сайте, и там очень сложно, конечно, обмануться на официальном ресурсе. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, где вы покупаете и что вы покупаете. Потому что, мне кажется, самое грустное — это не когда ты сам идешь на подделку, и ты понимаешь, что да, я хочу Dyson, но у меня нет денег, а когда ты вкладываешь достаточно большую сумму денег, и потом, придя в сервисный центр, когда что-то сломалось, тебе говорят: а у вас фейк. И вот здесь уже, мне кажется, очень грустная история. Если вы все-таки нарвались на подделку, Dyson вас, конечно, в беде не оставит. Вы можете принести сомнительный гаджет в сервисный центр, они там его посмотрят, и если, к сожалению, это реально подделка, они могут выписать вам акт о том, что устройство поддельное, и с ним вы можете уже обратиться либо к вашему юристу, либо непосредственно в сам магазин. Но я, к сожалению, думаю, что если у вас нет какой-то юридической подоплеки под вами, то деньги вам навряд ли вернут. Поэтому не доводите до этого и покупайте только на официальном сайте. Дорогие друзья, ну вот и пришло время прощаться, подводить итоги. Мне кажется, обзор получился максимально полноценный. Мы посмотрели с вами на стайлер, на насадки, поговорили о технологиях, о компании и вообще вот о ценообразовании, да, за счет чего складывается такая стоимость. И главное, что я надеюсь, что вы каждый для себя ответил на вопрос, стоит ли вам покупать стайлер. Потому что я, когда приобрела его, честно, не пожалела об этом ни на минуту. Я им пользуюсь, он не пылится у меня где-нибудь там в ванной или в кладовке. Использую, получаю удовольствие и очень надеюсь, что если вы решитесь на покупку, вы будете также довольны, счастливы и обязательно поделитесь со мной этим счастливым приобретением. Пожалуйста, напишите комментарий, понравился ли вам обзор, как вы вообще относитесь к технике Dyson, есть ли у вас стайлер, хотите ли вы его или вас что-то смущает. Буду очень рада вашим комментариям. Если вы еще не подписаны на канал, сейчас самое время это сделать, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч, буду вам очень-очень рада.